Kiwis Manual – это платформа для самостоятельного обучения. На платформе есть две роли – администратор, который может создавать курсы и публиковать их в магазине, и ученики, которые могут покупать курсы и проходить их. Сейчас я покажу, как администратор собирает курсы. Переходим в панель администратора. В разделе «Курсы» нажимаем кнопку «Добавить курс». У нас создается новый курс. И затем мы переходим в его редактирование. Сначала мы заполняем основную информацию о курсе. Обложку этого курса. Нажимаем «Загружаем картинку». У нашего курса теперь есть обложка. Далее прописываем название курса. Если это необходимо, можем загрузить логотип курса, который будет отображаться в разделе обучения. Также мы можем загрузить видео-превью для курса, которое будет видно в магазине перед покупкой. Вставляем сюда ссылку на Vista, YouTube или Vimeo. Прописываем стоимость курса. Если наш курс лимитированный, то можем прописать число, до которого он будет актуален. Допустим, до 22 декабря 2022 года. И устанавливаем сложность и категорию для этого курса, чтобы их проще было найти по фильтрам в магазине. Дальше у нас идет раздел описания. Записываем, что вы узнаете на курсе по пунктам 1, 2, 3. Дальше требования к курсу, что нужно для его прохождения. 1, 2, 3. Затем краткое описание и полное описание. Когда эти поля заполнены, переходим к созданию курса, к формированию его содержания. Каждый курс состоит из модулей. Это смысловые части всего курса. Добавляем модуль и редактируем его. Задаем ему название. Модуль 1. Сохраняем. Один модуль у нас уже есть. Каждый модуль состоит из глав. У нас есть кнопка «Добавить главу». Нажимаем ее и редактируем новую главу. Пишем название. Выбираем, будем ли мы показывать название для ученика или не будем. А также сколько, по нашему мнению, может занять обучение этой главы. Сохраняем. Дальше добавляем блок. Каждая глава формируется из блоков. Блоки – это содержание главы. Нажимаем на кнопку. Наш блок создан. Нажимаем «Редактировать». И задаем название. Решаем, будем мы показывать его ученику или нет. И выбираем тип элемента. У нас есть текст, изображение, PDF, аудиофайл, видео, вопрос с развернутым ответом, вопрос с ответом «да» или «нет», multiple choice и задание. Сейчас я хочу написать текст. Пишем. Если есть необходимость, я могу изменить настройки текста, сделать его жирным, курсивом, подчеркнутым, изменить его цвет и так далее. Сохраняем. Вот у нас уже есть один блок. Добавляем еще один. Сейчас я хочу, чтобы это была картинка. Выбираем тип изображения, задаем название. Ученику также не будет видно это название. И
Загружаем картинку. Готово. Сохраняем. Теперь ученику будет видно это все таким образом. Сначала он увидит название главы, потом у него будет идти текст, а затем картинка. Меня это не устраивает, я хочу, чтобы было наоборот. И я меняю их местами. Теперь блок с названием 2 стал первым, это у нас картинка. А блок с названием 1, это наш текст, стал вторым. Также я могу добавить видео. Выбираю платформу, с которой я буду загружать ссылку, и подгружаю эту ссылку. Название видно не будет. Название у нас цифра 3. Сохраняем. Еще один блок. На этот раз это будет вопрос с развернутым ответом. 4. Нет. Прописываем вопрос. Вопросы. Нужно дать развернутый ответ. То есть я сейчас пропишу правильный ответ, который в идеале должен дать ученик. Да? И так далее. Сохраняем. Все, у нас уже есть один вопрос. Добавляем еще один. И это будет вопрос с ответом «да» или «нет». Спрашиваем. И выбираем, какой ответ должен быть правильным. Выбрали, сохранили. Еще один блок. Это у нас будет блок номер 6. Название мы не показываем. Тип будет multiple choice. Выбираем. Пишем вопрос. Теперь нужно ввести варианты ответов через Enter. Пишем Enter. Варианты ответов мы записали. Теперь нам нужно показать правильный ответ. Раз. Два. Сохраняем. Вот у нас уже есть 3 вопроса. Одна глава в нашем курсе создана, мы можем возвращаться обратно. В списке курсов мы можем увидеть не только название, но и количество созданных там глав, отметить его как топовый курс, что позволит его выводить всегда вверх, и задать видимость курса. Когда я редактирую курс, он никому не виден. Но как только я нажимаю на глазик, и он становится синим, он появляется в магазине, и его уже могут покупать и проходить. А я не могу его редактировать. Сейчас посмотрим статистику. Нажимаем панель инструментов. Здесь мы видим статистику по зарегистрировавшимся ученикам.
за день, где мы видим данные за каждый час, ежедневно, каждый день месяца и ежемесячно, каждый месяц в году. Здесь мы видим, что в сентябре у нас было +1 ученик и в октябре +3. Доход. Точно так же мы видим за день по часам, ежедневно, каждый день месяца и ежемесячно. Пока что эта таблица пустая, так как у нас еще не было ни одной реальной продажи. Дальше мы видим количество покупок курса, название курса и сколько раз его купили, и сумму этих покупок. Также название курса и сумма, на которую было куплено. Сколько всего учеников на платформе и недавние события. Кто зарегистрировался, кто купил курс, кто закончил курс. Также мы можем создавать категории, которые потом присваиваем курсам. Нажимаем «Добавить категорию». Категория добавлена, и мы ее редактируем. Добавляем изображение, чтобы оно у нас красиво отображалось на главной странице в поиске. И название категории. Все готово. Можем возвращаться обратно. И здесь мы видим название курса и сколько названий категории и сколько курсов есть у нас на платформе с этой категорией. Дальше мы посмотрим статистику и прогресс учеников. Открываем учеников. И видим список всех учеников, которые у нас есть, их email и сколько курсов они сейчас проходят. Открываем. Здесь мы видим имя ученика, которого мы просматриваем, его почту и список курсов, которые он проходит. У каждого курса есть вот такая плашка с процентами. Это прогресс ученика в этом курсе, сколько глав он прошел. Открываем курс и видим содержание курса. Модули, выделенные черным, и главы. Непройденные главы отмечены синим, уже пройденные отмечены серым. Если у главы были вопросы, нажав на эту главу, мы увидим сам вопрос, какой должен был быть правильный ответ, и ответ ученика, как он на него ответил. В данном случае правильный ответ не указан, написано «Спасибо, ответ получен», так как администратор, который создавал этот курс, решил, что он потом даст, как в справочнике, все ответы одним скопом, чтобы это было как конспект. Это особенность данного курса. Со статистикой учеников все. Возвращаемся обратно. Также есть страница продажи. На данный момент она пустая, так как еще реальных продаж не было. Но здесь будет отображена дата, когда была совершена продажа, какой курс купили, цена этого курса и какой ученик совершил покупку. Архив – это раздел, где хранятся курсы, которые больше не видны ученикам, но все еще остаются в системе. Их нельзя редактировать, это просто сохраненные удаленные файлы. На странице «Отзывы» мы увидим все отзывы, которые оставляли ученики на курсы. На данный момент эта страница пока что пустая. На странице «Рассылка» мы видим учеников, которые в своем аккаунте
согласились получать рассылку от KS Manual, а также чат. В чате мы можем пообщаться с нашими учениками. Мы видим, что у нас есть одно новое сообщение. Открываем. Сообщение прочитано. Можем написать ответ. Ученик получит наш ответ и, возможно, нам ответит. На стороне ученика в разделе «Курсы» мы можем посмотреть все курсы, выложенные в магазин, сколько они стоят, до какого числа актуальны, если это ограниченные курсы, сколько учеников уже купило этот курс и сколько суммарно глав в нем есть. Также по фильтрам категории и сложности мы можем отсортировать наши курсы и найти необходимый. Также курс можно найти, просто введя название, если мы его знаем. Открываем курс. Здесь мы видим обложку, название и краткое описание. Обзорный курс. Полное описание курса. Список того, что вы узнаете на этом курсе и требования для прохождения этого курса. Здесь у нас отображается видео-превью нашего курса, краткий видеообзор или любое другое видео, которое администратор посчитает нужным сюда добавить. Также мы здесь видим общее количество глав, общую продолжительность всего курса и количество учеников. В содержании мы можем сразу же просмотреть структуру всего курса. Модули, которые разделяют наш курс на смысловые группы, и главы в этих модулях. А также сколько минут администратор выделил на изучение этой главы. Видим цену курса и можем его купить. Нажимаем на кнопку. Еще раз убеждаемся в том, что мы действительно хотим его купить, и покупаем. Сейчас я проводить реальную оплату не буду. Я подключу этот курс ученику через базу данных. Но в нашей платформе у нас подключена система оплаты через Приват24. Также на каждой странице я могу пообщаться с администратором. Нажимаем на кнопку чата и видим тот ответ, который мы недавно написали со стороны администратора. Тоже можем дать ответ и отправить. У него будет одно непрочитанное сообщение. Идем дальше. Переходим в профиль. Здесь мы видим все курсы, которые я уже купила. Мой прогресс в этих курсах, то есть сколько глав я уже прошла. Открываем курс. И начинаем его проходить. Здесь у нас курс состоит из текстовых блоков. Изучаем информацию. Как только изучили, нажимаем кнопку «Далее». Эта глава у нас завершена. Следующая глава – картинка. Изучили, нажимаем «Далее». Еще один текстовый блок. «Далее». Снова текст. Изучили. Если какая-то информация зацепила наш глаз, и мы считаем, что нужно ее сохранить, мы можем, допустим, скопируем. Открываем заметки, пишем эту информацию в заметках, сохраняем. Таким образом мы можем формировать наши заметки, как конспект в школе.
что мы написали, сохранить. Лишние заметки можно удалить. Также мы можем посмотреть содержание курса. 3 главы мы уже прошли. Сейчас мы находимся на 4. Если мы вернемся на главу назад, нам у нас отобразится просто как текстовый блок. Это я покажу дальше. Вернее, не кликабельный. Перейти на следующие главы мы не можем. Мы можем их проходить только в хронологическом порядке. Нажимаем «Далее». Название главы. Администратор нам ее показал. Картинка, а дальше у нас идут тесты. Выбираем, читаем вопрос и выбираем варианты ответа. Справить и показать правильный ответ. В данном курсе правильного ответа сразу же мы не увидим. Администратор собрал этот курс таким образом, чтобы все ответы были собраны в одном месте в конце курса, как задачники в школе. Поэтому здесь нас просто благодарят за то, что мы ответили, и предупреждают, что правильный ответ будет позже. Отвечаем дальше. Отправляем. Снова картинка, текст для изучения и вопрос. Даем наши ответы. Отправляем. И снова пишем ответ. Как только мы ответили на все вопросы, у нас появилась кнопка «Далее». Переходим на следующую главу. Здесь у нас видео. И снова задание. Вставляем. Кнопка «Далее» появляется. Переходим. Теперь посмотрим, как у нас отобразились пройденные главы. Нажимаем на главу, которую уже прошли. В этой главе у нас были тестовые вопросы, но теперь они у нас отобразились просто как текстовые блоки. Мы видим то, как ответили мы, и правильный ответ. В данном случае благодарны за то, что мы ответили. Второй тестовый блок. Картинка, текст и снова вопросы. Теперь этой страницей мы можем пользоваться как конспектом. Также, если бы у нас здесь были заметки, мы бы их тоже просмотрели. Чтобы перейти снова на изучение, мы нажимаем «Продолжить обучение». И переходим на самую первую главу, которую мы еще не прошли. Вот она, глава номер 3. И проходим дальше. Возвращаемся в мои курсы. Видим, что прогресс изменился. Мы прошли большую часть курса. Если мы завершим курс, он у нас перейдет в раздел «Завершенные курсы», и мы сможем оставить ему отзыв. Но завершенных курсов пока что нет. В настройках мы можем изменить наши данные. Изменить имя, изменить возраст, написать телефон. Выбрать пол. Хотите ли получать рассылку? И выбрать перечень наших интересов. Также изменить email или изменить пароль. Во вкладке «Заметки» мы можем посмотреть все заметки, которые мы сделали. Открываем. Здесь у нас список наших курсов, которые мы проходим. Выбираем один из курсов. Если в этом курсе были заметки, они отобразятся сразу, причем все из всех глав. Если мы хотим посмотреть определенные заметки, мы выбираем главу и смотрим, какая заметка была в этой главе.
Вот она. Их можно скопировать и где-нибудь себе сохранить.